Доброе утро, друзья! Лыжный сезон стартовал, и вот уже сегодня вторая гонка сезона, и в финской Руке пройдут гонки с раздельного старта классикой у женщин и мужчин на 10 и 15 километров соответственно. Конечно же, все наши взоры прикованы к нашему выдающемуся лыжнику Александру Большунову, лидеру прошлого сезона, как раз-таки являющемуся большим специалистом в этом классе гонок. Стартовый номер по обыкновению у него самый последний, 66-й, за минуту до его старта побежит норвежец Йоханнес Клеба. Напомню, как вчера завершилась первая гонка сезона в спринте. Произошла небольшая сенсация, дающая российским болельщикам неплохие шансы на итоговую победу Большунова по окончанию сезона. Все дело в том, что в основном борьба между ним и Клеба в прошлых двух сезонах завязывалась в основном благодаря победам норвежца на коротких дистанциях, где ему не было равных примерно в 99% гонок. Так, к примеру, до вчерашнего спринта он не проигрывал целых 16 гонок на короткие дистанции подряд. И что же мы видим с нового сезона? А то, что с первой же гонки его товарищи по сборной начинают отбирать у него столь важные очки в пользу Большунова. Вчера Клеба не смог совладать с одноклубником Эриком Валнисом. Чуть больше полсекунды разделило их на финише. А ведь представьте, последний раз Клеба проиграл спринт в ноябре 2018 года в Лилихаммере, просто из-за того, что у него сломалась палка. Большунов же в финале в компании норвежцев занял 4-е место, и это относительный успех, учитывая его комплекцию и относительную нелюбовь к коротким гонкам. Его коньком всегда были гонки на средние и длинные дистанции. Отметим 7-е место нашего Глеба Ретивых. Тренер сборной Юрий Бородавка был немного расстроен 4-м местом Александра, но с другой стороны отметил силу норвежцев в традиционно удачных для них спринтерских гонках. Напомню, Наталья Непряева заняла 9-е место в спринте у женщин, не отобравшись в итоге в финал. Теперь Большунову надо хорошо выступить сегодня в разделке классикой, чтобы создать себе неплохой задел на воскресную гонку преследования. В воскресенье, напомню, пройдут две гонки преследования свободным стилем у женщин и мужчин на 10 и 15 километров соответственно. Там как раз-таки будет учитываться гандикап, полученный по итогам двух предыдущих гонок. Именно поэтому нашему лыжнику надо создать себе комфортное преимущество, чтобы спокойно идти в своем стиле, невзирая на других гонщиков. Ну а пока он отстает от Вальнеса всего на 10 секунд, нас больше по ходу сезона, думаю, будет интересовать Клеба. Он впереди на 8 секунд от нашего гонщика. Гонка состоится сегодня в 14:45 по Москве, 3 часами раньше старт примут женщины. Пожелаем успеха нашим спортсменам. На этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. С уважением, Ренат.